Сегодня вы узнаете, кому принадлежит Карабах на самом деле. С юридической точки зрения, по закону, по правде. И меня поражает та глобальная ложь, которая вокруг этого вопроса накручивается. При всем хайпе вокруг этой темы никто не дал себе труд разобраться в этом вопросе и просто попунктно вот посмотреть, как было дело и как должно было быть по закону. И посмотреть, кто же на самом деле прав. Вот сегодня, наверное, впервые, во всяком случае, я никаких роликов не нашел. Мы это сделаем, и в конце ролика вы увидите и удостоверитесь, чей же Карабах на самом деле по праву. Поехали! Но сначала для тех, кто не посмотрел мой предыдущий ролик, а я вам очень советую его посмотреть, вот здесь будет подсказка. Это большое, долгое и довольно заунывное, может быть, для некоторых интервью. Азербайджан в карабахском вопросе. С человеком, который внутри всего этого варится, и в этом интервью мы по полочкам, просто по косточкам разложили весь этот конфликт, откуда у него ноги растут, чем он опасен вообще для всех нас, для всех жителей Земли, и что это вообще может перелиться в Третью мировую, кто вообще спонсирует этот конфликт, в чьих интересах и так далее. В общем, переходите и смотрите это интервью, если вы его не видели. Этот же ролик посвящен исключительно одному вопросу, но самому важному. Потому что именно этот вопрос муссируется, именно этот вопрос важнее всего для неосведомленного, непосвященного во все эти межнациональные конфликты наблюдателя, для европейца, для американца, да и для русского, который, в принципе, не особо интересовался раньше. Кто здесь прав, да? За кого болеть вообще? Кто агрессор, кто оккупант, а кто просто защищает свою родину? Типичная дискуссия на эту тему строится примерно так. Азербайджанцы говорят: это наша территория, официально у нас есть документы, она принадлежит Азербайджану, и просто какие-то армянские оккупанты захватили эту территорию, значит, и держат ее силой. И мы пытаемся освободить свою территорию. Карабах – это часть Азербайджана. Это историческая истина, и это основано на международных нормах закона. И территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, а Нагорный Карабах – это интегрированная часть нашей страны. Армяне же на это отвечают, что они здесь жили тысячелетиями, о чем свидетельствуют их церкви, постройки на этой территории, упоминания во всевозможных мировых источниках. Когда армянский царь Тигран Великий вел переговоры с Помпеем, римским военным руководителем, тогда не было никакой страны в районе Южного Кавказа, да и во всем мире, которая называлась бы Азербайджаном. И на этом, собственно, вся дискуссия и заканчивается, потому что спор идет на разных уровнях. Азербайджан апеллирует к юридической стороне вопроса, а армяне апеллируют к исторической стороне вопроса. Ну, здесь, на самом деле, я должен сказать, что я вот в данном вопросе, пожалуй, даже на стороне Азербайджана, потому что какая разница, кто где жил, еще и тысячелетия назад. Если такой логики придерживаться, то Крым мы вообще должны отдать не России, не Украине, а Греции, потому что древние греки на нем жили. Америку мы должны отдать индейцам, потому что вообще-то индейцев всех вырезали, когда белые туда приехали, а до этого там жили одни индейцы. А весь земной шар мы вообще должны отдать вирусам, потому что они гораздо древнее нас и жили на Земле, когда нас еще в помине не было. И для стороннего наблюдателя важно действительно, а кому же юридически принадлежит Карабах? И вы подумаете, что тогда вопрос ясен, ведь он принадлежит Азербайджану. Но не все так просто. Действительно ли у Азербайджана есть документы, есть права на эту территорию? И легитимны ли эти документы? Вкратце история вопроса такова. Во времена Советского Союза были Азербайджанская ССР и рядом Армянская ССР. Карабах то ли по какой-то случайности, то ли по злому умыслу, сейчас уже это не важно, был включен в состав Азербайджанской ССР. Хотя там на тот момент проживали 90 с лишним процентов армян. Но закон есть закон, раз формально включили, что ж тут сделаешь, значит вот придется так жить. И так и жили. Но до поры до времени, в конце 20 века, не говорю сейчас годы специально, потому что там долгий был процесс, сейчас мы разберемся с этим, Карабах объявил о своей независимости ни от Азербайджана, ни от Армении, просто сказали: мы независимая отдельная республика, у нас своя армия, у нас свои законы, свой президент, все свое, отстаньте от нас все. При этом их почти никто не признал, их признало буквально несколько государств, которые сами не признаны, никто из реальных государств их не признал, то есть это как бы непризнанная республика, и как бы они удерживают вообще-то просто силой эту территорию. Вот такой расклад на данный момент, и такой расклад транслирует нам азербайджанская сторона.
И нам сегодня с вами предстоит ответить на вопрос, имел ли право Карабах отделяться от Азербайджанской ССР. Если мы спросим об этом международное право, то оно приведет нас, к сожалению, в тупик. Потому что в международном праве есть две нормы, которые противоречат друг другу. Норма первая. Право народов на самоопределение. То есть, да, действительно, если на какой-то территории живут какое-то сообщество людей, и по какому-то принципу они решили, что они вот должны стать отдельным государством, то путем референдума они имеют право это сделать. Но есть и норма прямо противоположная, которая называется целостность государства. И говорит она о том, что государство имеет право поддерживать свою целостность границ и не давать никому отделяться. И из-за этого слепого пятна в международном праве происходит огромное количество конфликтов на земле. Карабах не первый и не последний. Например, от Испании давно уже пытается отделиться Каталония, они не считают себя испанцами. От Англии Ирландия. Ну и много-много где такое еще есть. И в случае Карабаха вопрос тоже был бы юридически неразрешим, если бы не одно «но». Это «но» называется Советский Союз. Дело в том, что в роли государства в данном случае у нас выступает именно Советский Союз, потому что все эти республики были в составе Советского Союза в тот момент. Что же нам говорят законы Советского Союза об этой проблеме? Закон называется «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР». Ссылку на этот закон вы увидите внизу, там сможете подробно все прочитать, но суть его сводится к тому, что да, СССР позволял выйти любой республике из своего состава при условии референдума. То есть, если население какой-то республики решает, что оно хочет отделиться от СССР, то представьте себе, да, юридически СССР давал такую возможность. Это сложно представить, но по факту даже при Сталине чисто теоретически имели право отделяться республики. Ну, просто этого не делали, потому что, в силу других разных факторов. И, собственно, именно благодаря этому закону и отделились все республики, когда СССР стал разваливаться в 1991 году. Именно используя этот закон, и сама Азербайджанская ССР превратилась в Азербайджан государство, да? И сама Армянская ССР превратилась в Армению государство, и сама Россия превратилась из республики в государство. Так что же не так было с Карабахом? Почему же все республики признали, а его независимость так никто и не признает? Ну, внимательный слушатель тут, возможно, скажет: ах нет, Карабах не являлся республикой, он входил в состав Азербайджанской ССР. Возможно, поэтому он и не имел права отделяться. У меня такой вопрос тоже возник до тех пор, пока я не прочитал текст самого закона. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР и в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. И да, Карабах был именно автономной областью в составе Азербайджанской ССР. То есть по этому закону Карабах имел точно такое же право отделиться путем референдума, как и все остальные республики, включая Армению, Азербайджан и Россию. Так почему же тогда его не признали? Ну давайте посмотрим, как было дело в реальности, прям по годам. В 1987 году почти на всех предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах НКО, то есть Нагорно-Карабахской автономной области, состоялись собрания коллективов, принявшие решение о необходимости воссоединения НКО с Армянской ССР. Было собрано 80 тысяч подписей. И вот уже в начале 1988 года, в следующем, 20 февраля, внеочередная сессия Совета народных депутатов НКО 20-го созыва приняла решение обратиться к Верховным Советам Азербайджанской ССР и Армянской ССР, цитата, «проявить чувство глубокого понимания чаяния армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». То есть сначала они не независимости хотели, а просто к Армении, к своим хотели присоединиться. Но 13 июня этого же года, 88-го, Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР категорически отказался удовлетворить просьбу армянского населения Нагорного Карабаха. Через месяц, 12 июля 1988 года, 8-я сессия Совета народных депутатов НКО 20-го созыва объявила о выходе Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР. То есть, смотрите, уже в 1988 году Карабах, по сути, вышел из состава Азербайджанской ССР.
И тут надо понимать, что вот это вот просьбы, чаяния народа, просьбу удовлетворить, как бы и отказ Азербайджана на самом деле никакого значения не имеет, потому что в 1987 году был, по сути, сделан референдум, и на самом деле никакие запреты Азербайджанской ССР, по сути, не имели значения. Это было как бы такое, типа, ну, ребят, давайте мы выйдем по-хорошему. Такие, нет, ну ладно, выйдем по-плохому, как бы. По сути, они имели право без всяких спросов на это. Дальше, 91 год, начинается распад СССР. Все государства по одному начинают выходить из состава, собственно, в соответствии с этим же законом. И никто никого не спрашивает, да, там просто ты берешь закон, как бы делаешь референдум, и все окей. Нагорный Карабах в 91 году, будучи уже автономией, не входящей в состав Азербайджана, провозглашает республику. Значит, это происходит 2 сентября 91 года. В ответ Азербайджан 26 ноября 91 года издает закон об упразднении Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской республики. Ну, естественно, этот закон тоже не имел никакой силы, потому что есть верховный закон, да, СССРовский, общий, о том, что имеет право выходить. И, соответственно, именно поэтому данное решение 28 ноября было признано Комитетом конституционного надзора СССР как нарушающее Конституцию СССР. Поскольку автономия армян Нагорного Карабаха являлась проявлением права народов на самоопределение, то как ее ликвидация, так и преобразование возможно только по волеизъявлению самого народа. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Тут надо отметить, что ситуация была очень такая странная получилась. Смотрите, Азербайджан к тому моменту уже вышел из состава СССР и стал отдельной страной. Но так как Нагорный Карабах перед этим вышел из состава Азербайджанской СССР, то он как бы не являлся частью Азербайджана как страны, а он продолжал являться таким куском Советского Союза в другом государстве. Понимаете, да? И поэтому он не подчинялся законам Азербайджана как нового государства, а он подчинялся общим законам Советского Союза. Именно поэтому еще существующий на тот момент Советский Союз запретил Азербайджану вмешиваться в дела Нагорного Карабаха. Дальше дела развиваются таким образом. Значит, 10 декабря 1991 года в Нагорно-Карабахской республике состоялся еще один референдум. На этот раз за выход Нагорного Карабаха из СССР, ну то есть как и все остальные. То есть этот закон был применен еще раз. То есть сначала он был применен для того, чтобы выйти из состава Азербайджанской ССР, а потом он был применен для того, чтобы выйти из состава всего СССР. В законе подразумевается и та, и другая возможность, то есть это оба действия были легитимными. В этом референдуме приняло участие 82% с лишним человек, жителей, и за проголосовало из них 99,89%, то есть практически все. 6 января 1992 года, то есть вот уже это было чуть-чуть до Нового года и вот чуть-чуть после Нового года уже, Верховный Совет Нагорно-Карабахской Республики принял Декларацию о государственной независимости НКР, тем самым законодательно закрепив как результаты референдума, так и те ранее принятые правовые акты, в которых реализовывалось право народа Нагорного Карабаха на самостоятельное определение своего политического статуса. Вот такая история. Давайте еще раз кратко. В 1987 году проходит самый первый референдум, где люди просят передать Нагорный Карабах из Азербайджанской республики в армянскую. В 1988 году СССР дает добро на выход Карабаха из Азербайджана и прикрепление его к Армении. СССР дает добро на это. При этом Азербайджан говорит, что он против, но это на самом деле не имеет никакого законодательной силы. Это просто как бы, ну против, ну хорошо, а мы все равно делаем. В этом же году Нагорный Карабах объявляет, несмотря на то, что Азербайджан против, о своей независимости, но продолжает оставаться автономией в составе Советского Союза. Азербайджан и это не принимает, хотя это опять тоже легитимно. 91 год Нагорный Карабах объявляет о создании республики в составе СССР. Азербайджан и это не принимает. И 91 год, уже декабрь, Республика Нагорного Карабаха объявляет о выходе из СССР и, по сути, является отдельным государством. И теперь я спрашиваю вас, на каком этапе Карабах нарушил хоть какие-то законы международного ли права или права того государства, в котором все это происходило, Советского Союза? Ни на одном этапе. Все действия Нагорного Карабаха были сделаны абсолютно и исключительно в соответствии с буквой, даже не с духом, а с буквой
закона Советского Союза и не в противоречии с международным правом. Почему же тогда его никто не признал? Ну, этот вопрос мы здесь не будем рассматривать, мы его рассматривали в том интервью, если вам интересно, можете посмотреть, там об этом рассуждается. Ну, кратко говоря, потому что невыгодно. Но в соответствии с буквой закона, если мы не признаем Нагорный Карабах, то с таким же успехом мы не должны признавать и вообще распад СССР. То есть все советские республики вышли из состава Советского Союза, используя ровно те же процедуры и ту же законодательную базу. Но их почему-то признали как отдельное государство, а Карабах нет. Тогда давайте говорить о том, что вообще Советский Союз не распался, как многие сейчас есть такой тренд в Ютубе, да? По законам Советского Союза это не предусмотрено. Мы передвигаемся по территории Советского Союза. Вы служите в каких органах? Что это все Филькина грамота, что Россия это фирма такая, да, там. Вот, и что на самом деле Советский Союз де юре до сих пор существует. Но получается либо так, да, либо если мы признаем, что эти законы все работали легитимно, тогда, извините, давайте признавайте и Карабах как отдельное государство. И тогда то, что сейчас там происходит, это в чистом виде агрессия Азербайджана на другое государство. И здесь уже не важно, кто там жил веками, чья это территория, чьи там церкви. Важно то, что де юре по закону эта территория реально отдельное государство. А то, что ее никто не признает почему-то в мире, то, к чему апеллирует Азербайджан, это по сути не имеет никакого значения. Потому что, ну, знаете, типа, ну, Ван Гога тоже не признавали всю жизнь, да, но это же не значит, что он не был художником. То есть, как бы одно дело, что тебя кем-то признают, и совсем другое дело, что по закону или по правде, да, по фактам каким-то, ты этим являешься. Это из серии, как миллионы мух не могут ошибаться. Ну, могут, да, мы же знаем, что могут, они на дерьмо садятся. Точно так же и здесь. Если никто в мире не признал Нагорный Карабах, это совершенно не означает, что он не имеет права на это признание. Нет, он имеет, как мы выяснили. Он имеет ровно такое же право, как и все остальные государства постсоветского Союза. Я снял это видео и специально сделал его коротким для того, чтобы вы могли им делиться. Просто как аргументом, да, и когда вам кто-то говорит о том, что армяне оккупировали чужую территорию и что Азербайджан борется за освобождение собственной земли, то просто скиньте им этот ролик. И главный аргумент Азербайджана в этой войне тут же исчезнет. От него не остается камня на камне. И на самом деле, если страны начнут признавать независимость Нагорного Карабаха, то эта война остановится. И, наверное, это сейчас единственный способ остановить это кровопролитие жуткое с обеих сторон. Потому что понятно, что армяне оттуда не уйдут со своей территории. Они действительно там жили веками. Просто это в юридической плоскости не имеет значения. Но это действительно их земля. Это действительно древняя армянская земля. И люди оттуда не уйдут никогда, ни при каких обстоятельствах. Это будет как чеченская война, когда чеченцы засели в горах. Даже если придет туда азербайджанская армия, они, значит, начнут партизанскую войну. В общем, этот конфликт реально либо затянется на годы, либо, если туда втянутся другие страны, Турция, там, Россия, Иран, вообще выльется в Третью мировую. Это на самом деле очень страшный конфликт. И единственный вменяемый цивилизованный способ его остановить, это просто признать таки наконец-то независимость этого несчастного Карабаха, который сделал все легитимно, все в соответствии со всеми нормами. И принудить Азербайджан просто вывести оттуда войска и угомониться. Я нашел вот такую петицию, ребят, для американского Белого дома. Если она соберет больше 100 тысяч подписей, то американский Белый дом будет вынужден рассмотреть этот вопрос. Да, в этой петиции есть несколько пунктов, и один из них, я считаю, самый главный, это как раз признание независимости Нагорного Карабаха. Я вас призываю перейти по ссылке и подписать эту петицию, потому что, потому что я уже объяснил, это похоже, что единственное решение. К тому же, если вы вдруг прониклись к моему каналу и захотели мне помочь, то сейчас у вас есть такая возможность, не потратив вообще ни копейки, потратив буквально несколько минут, и еще и получив кучу бонусов лично себе. Есть такой сервис Яндекс.Плюс. Это, по сути, подписка на все сервисы Яндекса. Ну, самое главное, наверное, это безлимитная музыка с удобными умными плейлистами, безлимитное кино, скидки на такси, на каршеринг, на Яндекс.Маркет. Ну, в общем, короче, просто куча всего. Обычно эта подписка стоит 300 рублей. Но сейчас проходит акция, и на 90 дней вы можете получить ее бесплатно по моему промокоду. Промокод тоже будет в описании, он уже введен, там просто кликайте на эту
ссылку, надо будет вбить данные карты, но отвязать ее вы можете в любой момент, вам это ничего не стоит, вы не потратите ни копейки. Наоборот, вы 90 дней будете пользоваться этой штукой бесплатно. Надоест, просто выключите. Не надоест, через 90 дней, может быть, заплатите, если захотите. А мне за каждую регистрацию от каждого человека упадет примерно 100 рублей. То есть, если это будет массово, то вы реально поможете моему каналу. И я смогу пилить эти ролики чаще, потому что просто смогу хоть кого-то нанять. Я делаю все один. Спасибо за внимание, делитесь этим роликом. Надеюсь, что он дойдет до большого количества ушей и, возможно, у кого-то что-то повернет в голове. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго. Удачи, пока.